Утро 3 октября 2010 года в окрестностях Джуна, столицы Аляски, выдалось суровым и неприветливым. Небо затянуло тяжелыми свинцовыми тучами, а пронизывающий до костей ветер, дувший со стороны величественного ледника Таку, поднимал на воде крутые трехфутовые пенистые волны. Капитан Том Сейтри, опытный моряк в 3-м поколении, стоял у штурвала своего 62-футового чартерного судна «Alaska Quest». Больше 40 лет он выходил в эти коварные северные воды, досконально зная каждый залив, течение и капризы местной погоды. В тот день на борту была его семья: сестра Шерон Келли, дочь Анна и сын Тим. Они планировали совершить спокойную воскресную прогулку на 25 миль к югу от Джуна, чтобы пообедать в тихом уединенном местечке Таку-Харбор. Никто из них не подозревал, что этот обычный семейный выход превратится в спасательную операцию, которая навсегда изменит их представление о дикой природе. Когда яхта преодолевала неспокойные участки пролива Стефенс-Пэссидж, Шерон, стоявшая на корме, попросила брата сбавить ход из-за сильной качки. Вглядываясь в глубокую ледяную зелень океанской воды, она вдруг заметила вдали нечто странное. «Том!» — закричала она, перекрывая гул ветра. «Иди сюда, скорее посмотри на это!» В ее голосе звучала такая тревога, что капитан немедленно передал управление и вышел из рубки. Шерон указывала пальцем на бушующие волны примерно в четверти мили от судна. Поначалу Том видел лишь белую пену и серые гребни, но вскоре сквозь брызги отчетливо проступили 4 темных силуэта. Они двигались странной плотной группой, их головы едва держались над водой. «Что это, тюлени?» — спросил Тим, потирая руки от холода и щурясь от ледяных брызг. «Нет, тюлени постоянно ныряют, а эти существа изо всех сил пытаются оставаться на поверхности», — покачала головой Анна. «Может, морские выдры?» — предположила Шерон, хотя сама понимала, что для выдр эти объекты были слишком крупными и находились слишком далеко от берега. Том молча взял бинокль. Его обветренные руки крепко сжали корпус прибора. То, что он увидел, заставило его затаить дыхание. Пропорции тел были совершенно неестественными для морских обитателей. Животные плыли, держа головы строго вертикально, в то время как их туловища были полностью скрыты в ледяной воде. Вдруг одно из существ повернуло голову, и в объективе четко обрисовались 2 длинных заостренных уха, покрытых коричневой шерстью. «Это невероятно», — прошептал капитан, чувствуя, как внутри все холодеет. Тим перехватил бинокль, вгляделся вдаль, и его лицо мгновенно потеряло краску. «Папа, да это же олени!» — выдохнул парень. Вся семья замерла в оцепенении. Посреди огромного штормящего пролива, более чем в 1,5 милях от ближайшей суши, в воде, температура которой была едва выше 0, отчаянно боролись за жизнь 4 молодых чернохвостых оленя ситка. Том знал, что этот вид оленей способен переплывать небольшие расстояния между островами, но то, что происходило здесь, было аномалией. Животные находились далеко от привычных маршрутов. Их движения были слабыми, они дрожали, а изо ртов шла пена. Олени тонули. Скорее всего, их загнала в воду стая волков на побережье, или же их унесло сильным приливным течением, мрачно заключил Том. Если мы не поможем, жить им осталось считанные минуты. Капитан решительно направил Alaska Quest навстречу погибающим животным. Дикие олени — крайне пугливые и осторожные существа, которые панически боятся людей и шума моторов. Том ожидал, что при приближении огромного судна они в панике бросятся в рассыпную, что могло окончательно лишить их сил. Однако то, что произошло дальше, повергло команду в шок. Вместо того, чтобы уплывать, измученные олени, завидев корабль, развернулись и изо всех сил направились прямо к нему.
4 молодых самца, у которых еще даже не успели разветвиться рога, подплыли вплотную к борту яхты и начали кружить вокруг нее. «Они просят о помощи», — тихо, со слезами на глазах произнесла Анна. Глаза животных, полные первобытного ужаса и одновременно безумной надежды, были устремлены на людей. Их головы то и дело уходили под воду, и они с трудом выныривали обратно, шумно и прерывисто вдыхая воздух. «Быстро!» — скомандовал Том. «Тим, тащи веревку! Анна, открывай заднюю кормовую калитку! Шерон, неси все полотенца и одеяла, какие найдешь на судне!» У Alaska Quest на корме была предусмотрена низкая плавательная платформа, которая идеально подходила для того, чтобы подняться из воды. Но олени были настолько дезориентированы и обессилены, что в панике начали заплывать под нее, рискуя разбиться о корпус или задохнуться. Том понял, что медлить нельзя. Был только один выход — ловить каждого оленя арканом и вручную затаскивать на палубу. Капитан быстро соорудил петлю из толстого каната, перегнулся через поручни кормы, едва не касаясь лицом ледяной пены. Первый олень оказался прямо под ним. «Тихо, маленький, тихо, мы сейчас тебя вытащим», — ласково приговаривал Том, хотя его дыхание превращалось в густой пар на холоде. Он аккуратно набросил петлю на шею животного и потянул вверх. Намокший, продрогший олень весом около 85 фунтов казался невероятно тяжелым. Тим крепко держал отца за пояс, страхуя его от падения за борт. С огромным трудом Том вытащил первого оленя на платформу, а затем перевалил на палубу. Как только копыта животного коснулись твердой поверхности, оно рухнуло как подкошенное. Бедняга лежал на боку, его тело сотрясало крупная, непрекращающаяся дрожь, а дыхание было хриплым. Но времени на жалость не было. В воде оставались еще трое, и их силы таяли на глазах. Том, не обращая внимания на жгучую боль в мышцах и насквозь промокшую одежду, раз за разом бросал лассо. Каждый следующий олень был слабее предыдущего. Когда на палубе оказался четвертый, самый маленький олененок, руки Тома полностью онемели от ледяной воды и ветра. Все 4 оленя лежали у ног спасителей. Они не делали ни единой попытки брыкаться, убегать или проявлять агрессию. Дикие обитатели леса полностью доверились людям, безропотно принимая их помощь. «За все свои 40 лет на море я никогда не видел ничего подобного», — тихо произнес Том, вытирая пот со лба. Однако радоваться было рано. Животные находились в состоянии сильнейшего переохлаждения. Один из оленей, самый крупный самец, пострадал больше всех. Его глаза закрывались, и он практически не подавал признаков жизни. Капитан опустился перед ним на колени и начал интенсивно массировать его грудную клетку и ноги, пытаясь разогнать застывшую кровь и вернуть тепло в мышцы. Около 20 минут Том боролся за жизнь этого оленя, пока Шерон и Анна растирали и укутывали остальных пушистыми полотенцами. «Давай, дружок, держись, не умирай», — шептал Том. И чудо произошло. Дыхание крупного самца выровнялось, дрожь утихла, и он широко открыл глаза, посмотрев прямо на Тома. Капитан позже вспоминал, что этот взгляд был одним из самых удивительных моментов в его жизни. В нем читалось абсолютное, осознанное понимание и благодарность. До Таку-Харбор оставалось плыть около часа. Том вернулся к штурвалу и прибавил ход. Постепенно сквозь тучи пробилось бледное аляскинское солнце. Олени, согревшись, начали приходить в себя. К моменту, когда Alaska Quest вошел в тихую, спокойную гавань Таку-Харбор, 3 из 4 путешественников уже смогли подняться на свои покачивающиеся, неуверенные ноги. Только самый маленький олененок все еще неподвижно лежал на палубе. Судно пришвартовалось к деревянному доку. Том открыл кормовую калитку, предполагая, что олени мигом выскочат на сушу. Но животные не торопились. Первый олень, тот самый крупный самец, которого Том возвращал к жизни массажем, медленно подошел к выходу.
На краю палубы он остановился, обернулся и долго пристально посмотрел на капитана. Время словно застыло. Это было безмолвное, но невероятно красноречивое «спасибо» от дикого зверя человеку. После этого олень легким грациозным прыжком перемахнул на пирс и неторопливой рысью направился к лесу. Вслед за ним один за другим ушли еще двое его товарищей, скрывшись в густых зеленых зарослях. Оставался последний, самый маленький олень. Его подкосившиеся ноги не держали тело, он падал при каждой попытке встать. «Ему нужно на твердую землю и под солнце. Здесь он не поднимется», — сказал Том. Тим сбегал на берег и прикатил старую строительную тачку, у которой, к слову, было спущено колесо. Семья аккуратно уложила олененка в нее и под скрип просевшего колеса повезла его по деревянному настилу пирса к залитой солнцем поляне на опушке леса. Они бережно опустили малыша на теплую траву. Том придерживал его за бок, а Анна и Тим помогали ему удерживать равновесие. Олененок поднимался, делал 1-2 дрожащих шага и снова падал. Это повторялось снова и снова. Семья не отступала. И вот примерно на 20-й попытке малыш наконец поймал баланс. Он сделал уверенный шаг, затем другой и, пошатываясь, но уже твердо, пошел к деревьям. Семья Сейтри провожала его взглядом в абсолютной тишине, и на глазах у всех блестели слезы. На границе леса маленький олень на мгновение замер, словно прощаясь, а затем скрылся в чаще, где его уже ждали 3 спасенных братьев. Этот день сломал все известные правила дикой природы. Дикие звери не ищут спасения у людей, они бегут от них. Но в то холодное октябрьское утро 4 обреченных на гибель оленя решили доверить свои жизни 4 незнакомцам на лодке. И люди оправдали это великое доверие.